Hello, my darling, с вами Симона. И, как вы понимаете, я просто обожаю начинать серии с крупных портретов наших женщин-вамп, так сказать, роковух наших. Я надеюсь, вы по ней соскучились, потому что я соскучилась. И стоит она у нас тут, вот это, видите, вот это лицо? Это лицо женщины, которая держит мужика в подвале. Если вы видите у кого-то из своих знакомых или в метро такое лицо, Бегите, глупцы! потому что вот так вот из стены опустить, вот он торчит. Этот Луча Харью. Вот у него жена пила чужое вино, и мы его за это наказываем. Он еще, конечно, не представляет даже, что его ждет. Но я так понимаю, что он у нас должен будет с вами отойти в мир иной от голода. Единственное только, я знаете, о чем подумала? Когда-то у меня были такие глюки в игре, что, я не знаю, глюки это или нет, или что. Как-то я пробовала что-то такое делать. Там, по-моему, у вампирши у меня был какой-то склеп, где она держала людей, которых она ела. Если она покидала лот, потом возвращалась обратно, этих людей там не было уже. Может, я забывала двери закрыть, но мне казалось, что я ничего не забывала. Мы можем продать, кстати, вот этот куст, что мы его поставили тогда от безысходности. Вот, у нас теперь уже 217. Давайте как раз пока займемся, наверное, нашим бюджетом, потому что, если вы помните, у нас скоро, через 22 часа уже второй триместр начнется. Надо как бы серьезнее относиться к семейному бюджету, потому что скоро появится у нас кто-то. Давайте-ка найдем подработку. Требуются сумасбродные писатели. Так ента про нас же. Шутки-прибаутки. Написать завлекательную статью. Блин, это ж надо на компе делать, да? Я вспомнила, обо что мы споткнулись в прошлый раз. Я прошу прощения, ребят. Реально много времени прошло. Я надеюсь, что я сейчас все быстренько вспомню, и мы с вами нормально продолжим играть, потому что, посмотрите, все красное. Может, что-нибудь продать? Ну, потому что надо же как-то зарабатывать. В конце концов, деньги, они же не будут появляться, правильно? Сейчас еще счета эти придут. А мы знаем из челленджа про наш Теребилис любимый, что там, как вы знаете, с счетами вообще разговор короткий. 200 денег стоит самый простой стол. Вот такой задрипанный, обшарпанный стол. То есть даже вот этот вот стоит дороже, мелкий. Мы, как в любой нормальной секте, делаем что? В первую очередь продаем телевизор. Вот, уже как бы 617. Попробуем приобрести стол, хотя бы самый дешевый, спасибо, пожалуйста. А вот какой-то еще есть за 175, но это какие-то допы, это нечестно. Ну, давайте вот этот вот за 200, господи. Это вообще не стол, это дверь просто на двух тумбочках стоит. А, еще же стул нужен. Вот, это самый простой стул. Ну и сейчас на компьютерах мы с вами охренеем, девочки и мальчики. Ну все, как бы. А сколько стоит комод? 300. Какой вообще самый дешевый здесь? Это косарь? Это самый дешевый комп? А, нет, вот, есть за 800. О, вот это продадим. И купим вот этот компьютер. Запомните, это шикарнейшее рабочее место. Сфотографируйте это в памяти у себя. Вот так. О, давайте реально создадим воспоминания. Я точно добьюсь успеха. Чпынь. Раз все себя прекрасно чувствуют, все идут работать. Воспользуйтесь компьютером, чтобы написать завлекающую статью для контента. Действие находится... фрилансер. Написать завлекающую статью. Пожалуйста. У меня же тут маленькие мои хорошие. Они голодные, они думают про корм. А как кормить? Алло, курятник чистый. Это прекрасно. Уровень голода низкий. Ролан. С одной стороны, хорошие деньги и репутация, а с другой, больше работы и ответственности. Нужно ли мне повышение? Вы должны сами решить. Чего вы вообще вот докапываетесь до моих персонажек-то все время? То с кем мне пойти на свидание, то пойти мне на работу, то не ходить мне на работу. Оставьте нас уже в покое, пожалуйста. Что у нас там с завлекательной статьей? Видимо, хорошо все. Пошустрее пиши статьи свои, нам денег надо. Мы начали, у нас было 65, сейчас стало 59. Все потому, что мы потратились на стол, у которого столешница — это дверь. Играть на любимом инструменте. Интересно, какой у нее любимый инструмент? У нее еще иммунитет к менингиту внезапно и к туберкулезу. Очень полезно, кстати. Вот еще, кстати, предлагаю запомнить родословную. Она скоро будет выглядеть не так. А цыплята вообще, долго они растут. Как-то хочется, чтобы
чтобы они уже перестали цыплятами быть. Статья завершена. Дайте проекту имя, чтобы клиент знал, как его назвать. Завлекающая статья. Что завлекает людей? Еда. Вот, пончики и их влияние на глобальное потепление. А, так нельзя длинно писать. Ну, значит, пончики и их влияние. По-моему, достаточно завлекательно. Сырочек жареный, мы помним, да? А, ей еще надо обсудить жареный сыр, съесть 10 горячих бутербродов с сыром. Так, а утвердить статью как? Найдите завлекающую статью в багаже персонажа. Вот, пончики и их влияние. Отправить на рассмотрение клиенту. Ролан в восторге от персонажа по имени Казеус Фриксум хочет стать лучшими друзьями. Ты меня уже видел просто во всех мыслимых и немыслимых обстоятельствах. Мы, наверное, можем уже и посчитаться друзьями. Опа, деньги пришли, и Ролан пришел. Компания «Шутки-прибаутки» ценит все нелогичное, чудное и безрассудное, поэтому мы присваиваем вашим остроумным, язвительным и абсурдным шуткам самого высокого уровня. Вы вывели шутки на уровень взбалмошных авантюр. После ваших острот мы превращаемся в а ваши хохмы не имеют себе равных. Мы рады... Я первый раз вижу такие дифирамбы чьим-то хохмам. Мы рады нашему плодотворному сотрудничеству и надеемся еще попоясничать с вами в будущем. Помимо этого сообщения от компании «Шутки-прибаутки» и оговоренной оплаты вы получите немаленькую премию. Хотя зачем они приложили столько усилий, чтобы создать логотип, поющий о премии? Можно только догадываться. Понятно, это как раз то, что нам нужно. Отличная работа, Казеус. Тренировки для тела и разума. Это какие-то комплексы мер. Это надо ознакомиться. А, это я голосовала за это. Или я это даже создала. И мы создаем тренды. То есть, короче, можно на пробежечку будет с утра сходить, да? Между прочим, вот это вот грибы, ягоды, это все были подарки от Ролана. Мы не имеем права принимать подарки от мужчин, поэтому мы сейчас подарим это все обратно. Ой, мы сейчас с такими друзьями станем, просто трэш. С тобой так интересно, мне очень нравится проводить с тобой время, надеюсь, и тебе со мной тоже. Ему, наверное, очень интересно, раз после всего, что случилось в прошлой серии, он все еще здесь. Я надеюсь, он не обидится, что мы типа обратно дарим. А, обиделся, да? Ну, слушайте, мне пофиг, я не могу ими пользоваться, Ролан, понимаешь? И продать не могу, потому что мне тогда деньги упадут на счет. А я миссипированная женщина. Так, нам на клапан давит, нам надо это сходить. Что у нас тут этот? А ему пофиг, у него телефон есть. О, он бросил телефон, это не учебный А, нет, он опять его взял. Слушай, Ролан, ты чё по нашей клаве там бьешь? Ты чё, псих? Так, слушай, все, уйди. Оставь нас в покое. Это единственный компьютер, который мы смогли себе позволить. Ты чё себе вообще? Ты чё? Соавтор детских сказок на ночь. Сказки должны быть интересные и познавательные для малышей. Должны содержать мораль и, самое главное, помогать детям быстро уснуть. Все же очень быстро засыпают от моралей. Как у нас курочки поживают? Уровень счастья упал, он стал нормальным. Будем играть с молодым петушком. Реально, как же скучно с одним персонажем. Может, ей собаку завести, пока детей нету? Блин, собаку кормить. Опять гроши тратить на это, господи. Кстати, между прочим, здесь у меня календарь тоже сбился. Я его заново поставила себе. Я тут, кстати, накидала много каких-то праздников интересных. А какой-то ярмарки не предвидится? Ой, финчвикская ярмарка. Я не могу это выговорить. Финчвикская. Финчвикская ярмарка. А, это кур. Покупаете уникальный товар. А торговать можно на ярмарке? Кто-то же продает, значит, раз покупать можно. Единое мнение. Не всегда просто соглашаться с едва знакомым человеком, но иногда дело ладится с самого начала. У этого проекта огромный потенциал. Очень низкий. Он голодный. Не знаю, как нам детей-то доверять. Мы про кур еле вспомнили-то только что. Такие маленькие цыплята сожрут по 4 вот таких огромных. Поставь на место, он ел. Ну чё вот, пацаны? Женщина беременная стоит, ждет вас, вы можете побыстрее есть, пожалуйста. Блин, вы чё никак не нажретесь-то, господи. Опа, все. О, это значит, получается, за $4 они могут несколько раз похавать. А мы, значит, пойдем дальше писать статью. У нас сегодня день зарабатывания денег. Чё, братан, тебя все еще не смущает ничего, да? Пишет друзьям там в Твиттере. Я, короче, сижу в подвале.
Почему нельзя есть домашних черепашек и другие советы для детсадовцев? Это детская книга, это не детская книга. Как говорится, плюс в комментарии, если вы в детстве ели черепашек. Прости господи. Кому-то вообще приходило реально это в голову. Но это как раз, видите ли, как сказали, поучительно, с моралью. Я не знаю, кто из детей, конечно, уснет после этого. После мысли о том, что кто-то может есть черепашек, домашних черепашек. Сейчас посмотрим, как он пойдет спать. Блин, какая милота. Они у нас расплодятся. Ой, ребята, разгуляемся, разойдемся, заработаем, не переживайте. И комод обратно купим. Вот этот персонаж, он как бы что? Давайте посмотрим, что у него. Что? Уже Казеус жрать захотела и пописать уже сходила. Он что, от телефона заряжается или что? Я не понимаю. Можно, кстати, вечернюю пробежечку сделать, заработать себе влияние. И тем более это полезно для беременных. Чуть-чуть так трусцой, знаете, без фанатизма, потихонечку. О, у нас сейчас писательство станет 2-го уровня. О, Казеус теперь может публиковать свои книги. Да, кстати, надо бы написать парочку книг, за них капают бабосики потом ежедневно. Мы будем чисто как Стивен Кинг. Напишем уйму книг и все. Хотя Стивен Кинг на этом не остановился. Вот вы сейчас смотрите мое видео. А где-то Стивен Кинг пишет книгу новую. Это точная информация, если что. Что значит мне правда пора? Смотрите на дурачка. Ну давай, удачи тебе. А, отправиться на пробежку нельзя? Казеус не может выполнять это действие во время беременности. Ну давай тогда хотя бы прогуляемся пешком. Подышим свежим воздухом, поводим жалом, посмотрим. Может быть, еще есть какие-то тут мужчины, нами не оприходованные, не задействованные. Приветствовать дружески. Вот этого мужчину, например. Давайте посмотрим на малину. Вот тут я понимаю, полезная прогулка. С мужиком поздоровались, на малину посмотрели. Дикое растение, малина. Дофига ты, конечно, рассмотрела. Давайте пойдемте примем ванну. Отличный вечер у нас выдался, кстати. А ты что думаешь об этом? О, хочет уже спать. Я думаю, можно отправляться на боковую. Пока Казеус спит, мы будем наблюдать за Лучой. За Луча? За ним, короче. А происходить с ним хорошего точно ничего не будет. Поэтому нам с вами точно будет весело. Ты что, дурак? Почему он не голодает? То есть он от досуга не сможет загнуться. От недостатка общения тоже вряд ли он может с кем-то переписываться там. То есть единственное, из-за чего он может как бы почить, так это из-за голода, но он почему-то не хочет есть. Чё за прикол? Но он же просто чел, просто человек, у него обычный пломбоб. Почему ему не нужна еда? Так, ага. Ой, резко есть захотел. Поспать хочет, изучать кулинарные приемы, завести ребенка. Третьего ты, возможно, уже не увидишь. Не третьего ребенка, в смысле, а третьего пункта в этом списке. То есть ребенка в принципе, поняли, да? А что произошло? Как он поел? Ребята, было очень много это самое. И по мне стреляли, и я упала в лужу, но вот такого еще не было у меня. Уже Казеус захотела есть, а она ела только что. Откуда он берет силы на это? Что за киборг? Помноженный на вечность. Вообще, кстати, не понимаю маньяков, которые похищают людей. Типа, что интересного? Сидит он у меня в подвале. Вообще, даже никакого праздника. День мороженого случился у нас. Проснулась моя девочка. Не уходить с участка в течение 8 часов. Зачем куда-то рваться, если все есть здесь? Давайте закрепим это, пусть будет. А как же она тогда будет кушать мороженое? Короче, вот этот чел, я не знаю, он какой-то киборг, он вообще не голодает. У него не случается чувство голода. Мало того, он вообще какой-то, аномальный вообще чувак. Он не мог сюда попасть сначала вообще, в принципе, в этот дом. Теперь он не может оголодать. Чё за трэш он устраивает нам вообще? Ой, ей вкусно, но ее тошнит, походу. Моя ты курочка нежная. Кстати, про курочек. Они несчастливы. О, можно поливать. Давайте польем. О, а тут можно собрать урожай. Можно тогда дальше пойти писать книгу. А почему новая книга пишется? О, вырубился. Так, а почему он не голодный? Слушайте, а это может быть из-за черты характера, что он гурман? Эти персонажи счастливы, когда едят вкусную еду, чувствуют себя неуютно, когда едят некачественную еду и черпают новые идеи, когда смотрят кулинарные программы. Ничего не написано про
про то, что ты должен еду из воздуха делать. Ну, короче, видимо, придется нам с вами вот от начала до конца написать книгу, потому что почему-то сбросилась наша предыдущая книга про то, что нельзя есть черепашек. А расцветать-то вообще собирается или что? Солнце, выходи. О, опять дрыхнет. Сейчас еще и лужу надудолит. Да, издеваемся. А следующему нашему донору предлагаю поставить вот эту кровать, которая раскладывается, типа там диван вот этот вот складной, который раскладывается в кровать. Там вообще, там уровень смертей просто 90%. Напомнить о происхождении от динозавров. А курицы произошли от динозавров. Блин, я сейчас, возможно, звучу, конечно, как вообще тупая идиотка, но чё, реально? Курицы от динозавров произошли? Подождите, сейчас. Куры-индейки являются ближайшими родственниками летающих динозавров, общих предков всех птиц, исчезнувших с лица Земли 66 миллионов лет назад. А почему я не знала об этом? Незнание не грех. Грех — это другое. Безумно можно быть первым. О, каникулы начались. А, это завтра каникулы. Ну, это я поставила для детей, чтобы у них летом не было занятий. Если что, это мод. Они сами пошли кушать. Кушают. Блин, у меня опять начинают слезиться глаза. Я не могу смотреть на что-то милое. Ой, господи, ну до чего бубочки? О, кстати, про слезящиеся глаза и что-то милое. Короче, рассказываю просто cool story. Я впервые в жизни посмотрела мультик «Мой сосед Тоторо». Да, не смейтесь, я реально это сделала в первый раз. И это просто был какой-то кошмар. Это надо было смотреть в детстве, потому что я не могу, это Мэй маленькая. Она так нарисована, у нее эти щечки. Она там все время плачет. Она все время падает своей этой щекастой моськой куда-то. Господи, это просто... У меня чуть не разорвалось сердце просто, пока мы досмотрели этот мультик. Если вам больше 15, не смотрите, пожалуйста, если вы еще не смотрели. Если вы не хотите разрыва сердца. Это просто какой-то кошмар. Миядзаки слишком правдоподобно изображает детей. Это начинает работать против него. О, уже 3 уровень писательства. Казео теперь может писать короткие рассказы и объяснительные записки для других персонажей. Она также может читать документальную литературу ради информации и обсуждать любимые книги и писателей с другими персонажами. Какое достижение! Казеус заканчивает писать книгу. Книга будет добавлена в багаж, чтобы ее было можно позже почитать. А еще Казеус может ее опубликовать. Просто нажмите. Блин, я чуть не... нет, все правильно я сделала. Она называется «Спокойной ночи, дорогой ночник». У нас через 2 часа новый триместр будет, 2-й. О, там этот опять упал, слышу. Опа. Вообще не знаю, почему я так злорадствую. Нам вообще ничего плохого не сделал. Я же как бы это все от лица Казеус как бы говорю. Господи, у нас какие-то не цыплята, а сонные мухи. Почему они все время спят на ходу? Что-то ей в этот раз не нравится разговор с клиентом. Походу, им книга не зашла. Блин, и вот я вот еще переживаю, что если мы пойдем в кафе, а вдруг мы потом не досчитаемся вот этого мужчинки. Но желание завести детей у него не пропало до сих пор. Эта работа не соответствует нашим стандартам качества. Необходимо внести изменения, прежде чем снова ее отправить. Редактировать непринятую работу. Ну давай отредактируем, господи. Вот я так и знала. Так, ну все. Ну главное, ну что интересно, у него разбито сердце, у него разорван мочевой пузырь, он уже 3 раза целовал пол, но он до сих пор не хочет жрать. А что это у вас тут за тусовка? Одни женщины и подростки. Ой, блин. Без фамилии. С какими-то глазами. Видели? 2-й триместр пошел. Как быстро растут чужие дети, даже когда они в чужих животах. Пора отправиться к врачу. Ну давайте отправимся сейчас. Тут лежи, никуда не уходи. Не дай бог я вернусь, а его тут нету. Это она просто в кроличью нору. Хочет ли узнать пол своего будущего ребенка? Ну давайте узнаем, а чё такое? Девочка! Я думаю, Казеус была бы очень рада, ведь она только девочка уважает, в общем-то. Слушайте, это очень удачно. Хотя там же все равно будет самая молодая перенимать дела. 160 денег взяли и сняли вот. Мы зарабатывали с тобой, чувиха, всю серию. Иди зарабатывай дальше. Нет, давай покушаем. Покушаем сначала, давай. Врач не сказал ничего плохого о здоровье Казеус,
Казеус или ее ребенка, но посоветовал не забывать о физических упражнениях и здорово питаться. Так вы мне даже пробежки запретили. Какие физические упражнения еще вам нужны? На пробежку нельзя во время беременности. А почему вы друг другу противоречите-то? Опять сбилась, опять заново. Потребность в музыке. Да у нас даже денег нет, чтобы купить какую-нибудь колонку задрипанную. Вот, давайте продадим тогда урожай. Только такая подойдет. 120! Да знаешь что, без музыки обойдешься. Что думали, я такая щедрая, да, сегодня? Ну не настолько. Ой, наконец-то. Вот, давайте просто понаблюдаем за ним. Вот он ходит. Что случилось? Что? Вот это только что случилось. Что это было? Что это было? Анжумания делаем, конечно. Мы же откуда-то берем энергию, блин. Давай, красота моя. Мы вечером еще мороженое должны сходить пожрать. А чтобы кушать мороженое, на мороженое надо заработать. Денежка зарабатывается. Отправить на рассмотрение клиенту. Опять не соответствует. Блин, да пошли вы нафиг. Чё за клиент такой убогий? Для детей больше не работаем. Там какие-то утырки этим занимаются делами. Так, все, зай, уходим в кафе. Здесь мы как раз и новые знакомства заведем. Так, мы со всеми подружимся. Потому что когда-нибудь мужики в нашей деревне кончатся. А чё, у вас тут в кафе даже мороженого нету? А может быть я сюда просто поставлю мороженицу? Вот сюда давайте ее поставим. Сделать мороженое. Какая-то звонит уже. Тут даже нет варианта типа дать ей денег, потому что у нас нет денег. О, ну как же еще воплощать свои мечты в жизнь? Наверное, не за мой счет, как вариант. Звонит такой нам из подвала. Может, хотя бы на свидание выйдем из подвала? Нет, спасибо. Блин, это значит, что он вылез из подвала? Или это ничего не значит? Господи, оказывается, делать мороженое это очень долго и муторно. Казеус заканчивает создавать мороженое в упаковке. А кто его упаковал? О, все выполнилось. День мороженого удался. Кстати, если кто-то помнит, наш Казеус хочет стать волшебником. А не двинуться ли нам в эту сторону, так сказать? А я не помню, а как вообще типа стать волшебником? Если ты не волшебник, как им стать? Луча Харью там переоделся. Блин, он ушел из подвала, да? Ой, тут дождь. Так. О, кристалл. Отнеси меня в портал. Блин, еще так антуражно, капец. О, похоже, что круговорот ведет в мир в другом измерении. Осмелитесь ли вы переступить его порог? Конечно! О, тут обитают у нас волшебники. Вот этот вот какой-то крутой чел. Неукротимый мудрец. Давайте присядем с вами. По-моему, как-то его типа можно попросить. Спросить. Мудрецы-волшебники единственные чародеи, которые могут дарить свою силу другим персонажам. Нам надо с ним дружить. Изучение искусства магии, путешествия чудесные. Так просто? Чародей всегда готов. У нее глаза засветились, я не успела. Так, чтобы наделить вас магией, мне понадобится 7 волшебных сфер. Даю вам дар видения, он поможет найти и собрать сферы. Возвращайтесь, когда найдете сферы в волшебном мире. Быстрее, пока заклинание еще действует. 8 часов. А как их искать? Что тут? О, собрать. Ты не тренди, ты иди собирай сферы. Так, а это не будет как в Том и Джерри, когда тебе... Ну, реально, они, смотрите, они лежат по цепочке, как в Том и Джерри, как будто тебе кладут, так и ты такой в ловушечку. Чародейкой решил стать. На! Вот как раз тебе физические упражнения. Тебе что доктор сказал? Красота-то кока. Персонажа по имени Казеус уже собрано нужное количество сфер. Отдать сферы. А вдруг он нас обманет? Короче, везде какой-то подвох ищу, да? Так, вот тебе сферы. Ой, а у нас с ребеночком ничего не случится. Ребята, все. Казеус теперь чародей. Вы можете открыть ее книгу заклинаний, зайдя на панель бонусов или нажав на иконку в этом окне. А можно деньги наколдовать? О, у нас теперь должна быть
Мы пока подмастерье. Слушайте, кстати, я вот вообще очень редко какие-то прокачивала вот эти штуки. А, еще и книга заклинаний же здесь. Главное, что как понять, она же у нас не бессмертная, правильно? И почему она как будто бы не прожила еще ни одного дня? Почему у нее пустая эта штука? А почему у нее про дар видения временный есть, амулет, а про все остальное нету? Учиться волшебству. Так, и что это практически нам дает? Это лучина волшебства занялась и разгорается. Обучайтесь волшебству, тренируйтесь и создавайте новые зелья в котле, используйте заклинания, читайте книги по волшебству, чтобы получить опыт. О, кстати, искать волшебные книги. Давайте поищем волшебные книги. Нашла книгу «Пытливый ум». Так, короче, давайте домой, потому что там непонятно. Там у нас наш этот Харьё где-то поспал. Такая идет уверенная в себе женщина. Посмотрите, она уже смотрит на всех как на говно. Так, мы дома. Ну, я же сказала, вот, ну что это такое? Если ты думаешь, что я сейчас твою наглую сбежавшую жопу не верну сюда, то ты ошибся. Понял? Ты. Твоя жопа в моих руках. Ты не будешь смеяться, ты не будешь плакать. Ты будешь сидеть здесь. Блин, ну только он опять уже восстановился до своего, шикарного состояния. Ну что мы с ним будем делать? Ничего мы с ним не будем делать. Мы пойдем писать. Пописаем, загоним всех в курятник. И на этом, я думаю, все. У персонажа по имени Казеус сегодня произошло много всего интересного. Блин, вот тут уж точно не поспоришь. Не надо орать рядом с моим участком. И отправляемся на боковую. Курочки уже у нас спят, мои хорошие лапочки, зайчики мои. И на этом, мой дарлинг, я предлагаю закончить сегодня серию. Мы попытались довести мужика до белого коленя, ничего у нас не получилось. Зато у нас получилось заработать чуть-чуть денежек. Получилось стать волшебником, в конце концов. Мы перешли на второй триместр беременности. Будем посмотреть, как говорится. Что будет, то будет. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока. Thank you.